Итак, для того, чтобы нам опубликовать фотографию где-то в интернете, нам нужно ее сохранить в формате JPEG, PNG или GIF. Эти форматы специально были созданы для того, чтобы публиковать фотографии в интернете. И поэтому они имеют определенные и положительные, и отрицательные какие-то характеристики. Вот в каких случаях использовать тот или иной формат, я постараюсь рассказать. Возможно, это будет не одно видео, а будет несколько видео. Но как бы то ни было, начнем с самого простого JPEG. Значит, для чего разрабатывался JPEG? Именно для фотографий. То есть, если вы будете сохранять, например, в JPEG логотипы или какие-то другие картинки, которые имеют более резкие переходы по цвету, то возможны неприятности. Какие неприятности, я как раз сегодня расскажу. И что делать для того, чтобы, как правильно выбрать формат, да, что делать для того, чтобы у нас картинка выглядела хорошо. Для этого существуют определенные способы сохранения этих форматов. Ну, в фотошопе существует несколько способов сохранения. Я покажу сначала один простейший, а следующий он посложнее, он имеет большее количество характеристик, но зато там можно достигнуть достаточно большой степени оптимизации и при этом сохранить хорошее качество. Значит, итак, про оптимизацию я тоже расскажу обязательно чуть-чуть попозже, как раз вот на втором сохранении JPEG. Итак, первый способ самый простой, да, файл сохранить как по команде. И здесь вы можете выбрать JPEG, либо вы можете выбрать тот формат, который вам нужен. Ну, в данном случае, поскольку мы сохраняем для интернета, значит мы выбираем JPEG, поскольку сейчас я рассказываю про JPEG. Вот. Здесь будет минимальное количество настроек. Вы выбираете название файла, например, другой файл. Я хочу записать в другой формат. И нажимаю кнопку «Сохранить». Что здесь будет? Ну, здесь вы можете оценить, во-первых, размер. Вот здесь будет показан тот размер, в каком будет записан этот файл. Можете определить качество меньше, выше. И, собственно говоря, и все. Да? Вот он будет пересчитывать вам, какой размер будет. Обычно среднего качества фотографии вполне достаточно. Дальше. Разновидности формата определяют, тоже будет влиять на его размер. Можно поиграть, посмотреть, какой будет выдаваться размер файла. И, в общем-то, уже думать, как вам нужно. Так, ну и, собственно говоря, все. Ничего вы больше не увидите. Вы не увидите, как изменится ваша картинка. Вы не сможете оценить качество фотографии. Вы не сможете повлиять никак на размер. Поэтому это простейший вариант сохранения в JPEG. Что еще здесь может быть? То есть для того, чтобы вам сохранить, вам нужно будет еще оценить размер изображения, посмотреть, в каком он будет разрешении, какого это будет размера. Если, допустим, поскольку мы размещаем в интернет, то нам нужно, чтобы у нас были не сантиметры, а пиксели, да? Вот. То есть эта картинка получается достаточно большая. Если вы тупо ее переведете в JPEG, там дальше уже как на сайте она будет выглядеть, уже непонятно, потому что веб-разработчик может ее уже дальше уменьшать, опять же, да, то есть вы не сделаете фотографию нужного размера, тут все будет относительно. Поэтому я этот способ очень не люблю. Второй способ, о котором я хотела рассказать, это значит, в меню «Файл», экспортировать, да, и сохранить для веб. Вот я не знаю, почему разработчики фотошопа и вообще всех остальных программ вот эту вот команду спрятали, потому что я ее очень люблю и считаю ее наилучшей. Раньше она помещалась прямо в меню вот здесь. Вот сейчас ее вот так вот глубоко зарыли. Поэтому сохранить для веб старая версия. И вот здесь уже много интересного. Значит, в этом окошке есть 4 вида. Ну, вы можете включить 4 варианта, либо вот сделать один, либо 2 варианта, либо 4. Я делаю 4.
Итак, давайте посмотрим, рассмотрим вот эту картинку, как ее лучше сохранить в JPEG. Итак, после того, как мы получили 4 варианта этой картинки, мы каждому окошку назначаем свое расширение, да, свой файл для того, чтобы посмотреть, какой из них будет лучше выглядеть. Ну, например, здесь я оставляю JPEG, вот он у меня выбран. Вторую картинку я делаю, например, GIF. И третью картинку PNG. Для того, чтобы визуально сравнить, как работает тот или иной формат и посмотреть, насколько меня это устраивает. Значит, первая картинка это 5,5 мегабайт, это исходник, на основании которой я буду сравнивать и смотреть. Ну, вот сейчас по умолчанию, когда качество 100, размытие 0, вроде все как хорошо, но JPEG тогда будет 1,63 мегабайта. Это очень много для размещения фотографий в интернет. Она будет очень долго грузиться. Если на странице будет много подобных фотографий, конечно, человеку придется ждать загрузки вашей страницы. И если вы не предполагаете там выкладывать суперкачественных фотографий для печати, для того, чтобы их могли взять и как-то использовать, то вам нужно оптимизировать эту картинку, сделать ее маленькой, легкой, чтобы они быстро загружались, чтобы человек, значит, мог смотреть это достаточно быстро, просматривать эти фотографии. Итак, ну то же самое здесь вот на пинге. Значит, если и на пинге GIF, если GIF тут 1,3 мегабайта, пинг тоже 1,3 мегабайта, качество, ну сейчас пока максимальное, да, стоит. То есть мы еще ничего не сделали, оптимизации не проводили. Итак, давайте посмотрим JPEG, что нужно делать. Первое, что мы делаем, это мы выбираем качество фотографии. Мы можем его немножечко уменьшать. Уменьшаем таким способом и смотрим, как изменяется наша картинка. Если в принципе ничего не происходит, мы не теряем в деталях, то мы можем ее уменьшать до того момента, пока уже не поедет. Вот если начинает уже размытие, качество падает, здесь мы где-то останавливаемся. Ну, обычно где-то делает среднее качество. Что еще можно сделать? Значит, встроенный профиль мы не встраиваем, чтобы не увеличивать размер картинки. Посмотрите, я сейчас встраиваю профиль, и у меня значения чуть-чуть увеличиваются. Итак, и здесь мы включаем прогрессивный либо оптимизированный. Тоже это может влиять на выдачу. Для маленьких картинок это будет значительно. Для больших картинок, ну, не особо, да. 680, 682. Если отключить, 722. Выбирайте сами, какое число вы хотите оставить. Теперь дальше. 1600 пикселей это достаточно большая картинка, которая не влезет на экран, не влезет на страницу, скажем так, веб-страницу. Поэтому ну, среднее, приблизительно максимальное значение фотографии, которая полностью влезает в HTML-страницу, где-то будет 800. То есть ширину обычно делают 500-600 пикселей. Ну, давайте поставим 600 и посмотрим, как изменится наш размер картинки. Вот он упал до 125. Очень хороший размер. Качество практически не пострадало. Да? Качество у нас среднее, вполне достойное. И можем эту картинку сохранить. Вот, пожалуй, и все. Что еще здесь есть интересного? Интересного здесь есть то, что мы можем выставить скорость, на которой будет грузиться наша фотография, да, скорость сети, посмотреть, за сколько секунд она у вас откроется при загрузке. Итак, какой подводный камень здесь есть в JPEG? Почему я сказала, что не все можно конвертировать в JPEG без потери. Давайте посмотрим один пример. JPEG плохо работает с равномерными заливками. Давайте это посмотрим. Сейчас я загружу другую фотографию. Например, вот эту вот. Картинка неплохая. Она тоже JPEG. Но давайте ее рассмотрим поближе. Вот когда идет жесткий переход с одного цвета на другой цвет по заливкам, возникают вот такие вот артефакты.
То есть от чего это зависит? Это как раз вот это JPEG-овское сжатие, которое очень плохо обрабатывает резкие переходы границы. Всегда по краю будут возникать вот такие вот артефакты. Они незаметны на, допустим, на фотографиях, на пестрых фотографиях, они незаметны и вроде как все нормально. А вот для таких равномерных заливок это беда. Поэтому JPEG, логотипы в JPEG лучше не сохранять, а сохранять в других форматах, таких как GIF и PNG. Как это все происходит? И да, давайте посмотрим еще такую вещь. То же самое экспортировать, сохранить для веб старая версия. И сюда, и здесь мы можем, что мы можем сделать, да, то есть мы можем немножечко попробовать все-таки это размыть. Вот как раз вот эта вторая настройка, она и существует для того, чтобы размыть. То есть открываем JPEG и смотрите, вот эта вот настройка размытия, да, вот сейчас без размытия, качество 100%, немножечко размываем. И у нас эти артефакты уходят. То есть это можно сделать здесь. Конечно, для размытия и более резкого изображения существуют другие фильтры в Photoshop, и желательно их использовать. Но если вы не знаете, если вы не умеете, или вам нужно очень быстро все это сконвертировать, то пробуем это делать так. А для того, чтобы оценить, уже еще раз повторяю, для того, чтобы оценить, как это будет в 100% размере, мы можем вернуть 100%. Но, скажем так, логотип на веб-странице в размере шириной 882 пикселя никогда не размещается. Да? Это, как правило, какой-то элемент там, небольшого размера, там, например, максимум 300 пикселов. Вот. И вот вы можете оценить, как у вас получилась картинка. Поэтому 10 раз надо подумать, сохранять ли логотипы вообще в этом формате. Либо мы сохраняем их очень-очень большими, вот, но все равно будет появляться вот такая вот нехорошая штука. Вот что я вам хотела сказать. Поэтому каждую картинку надо оценивать, в какой формат мы ее перемещаем. Ну а теперь я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Я обязательно постараюсь на них ответить. Либо видео, либо просто каким-то советом. Не забывайте, что я веду уроки по скайпу индивидуально. Обучаю Photoshop, Illustrator и InDesign. И всем удачных дизайнов. Всего доброго. До свидания.